Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. На нашем канале был пост про загадочный автомобиль, который я назвал идеальным автомобилем. И сегодня мы вам про него расскажем. Это ArcFox Alpha S. Здесь у нас представлен Alpha T. Про него мы, возможно, вам расскажем. Если вам интересно, напишите в комментариях. Ну а мы переходим к Alpha S. Альфа-самец я его называю. Итак, ArcFox Alpha S. Это чудо автопроизводителя китайского. Машина, которая проезжает 708 километров на одном заряде и стоит 250 тысяч рублей. Ну, чуть-чуть больше. Простите, сколько? 250 тысяч рублей? Мне, пожалуйста, 5 таких автомобилей прямо сейчас. Сори, ребята, 250 тысяч юаней, конечно. Автомобиль мне очень понравился внешне, когда он только появился, у них возле салона стоял, и он еще был, можно сказать, зачехленный. Мы не видели внутренности, но внешне он просто поражает. Это красивый дизайн. А сегодня нам удалось на нем прокатиться. И, забегая вперед, я вам скажу, что, опять же, мне очень все понравилось. Так, ну что, начинаем движение. У нас версия, значит, которая проезжает 708 километров на одном заряде. Проекция прям очень нравится. Она такая яркая. Она такая классная. Слушай, шумка хорошая. Мне нравится шумка. Управляемость мягкая. Очень мягкая подвеска. Мягкий руль. Сейчас мы проверим однопедальную функцию. У нас управление, да, у нас есть вот на эко, в эко-режиме и One Pedal. Чтобы включить One Pedal, тебе нужно остановить полностью машину в паркинг, перейти. Ага. По центральнике жми и будете вот, в паркинг, да. Вот теперь One Pedal. Все включили. Однопедальный режим сейчас проверяем, да? Едем. Отпускаем. Тормозится. Вот. Тормоз. Нормально встала. Остановилась. Но это такой же режим в твоей машине был, да, в красной? Это максимальная рекуперация. Вот, честно говоря, мне не нравится однопедальное управление. Отпускаю педаль, и у меня сразу идет тормоз. Она сразу оттормаживается? То есть Да. она не контролирует? Она сразу оттормаживается. Резко оттормаживается? Нет, не резко. Вот я остановил. Плавное торможение идет. Но, тем не менее, все равно тормозит. Просто максимально рекуперировать начинает. Да. Приходится постоянно, чтобы ехать с какой-то определенной скоростью, тебе нужно постоянно педальку немножечко давить, держать. Что касается качества. Во-первых, двери нелегкие. Регулировка руля электронная. Есть по вылету и по высоте, что опять же, конечно же, радует. Ребят, сейчас мы находимся в самой дешевой комплектации. Эта комплектация стоит 250 тысяч юаней. Проезжает она, конечно же, не 708 километров, как я сказал изначально. Эта комплектация проезжает 525 километров на одном заряде. Если вы хотите комплектацию, которая проезжает 708 километров, нужно доплатить еще дополнительно 30 тысяч юаней. И будет стоить 280 тысяч юаней. Мне кажется, тоже неплохо. В этой модели один электромотор, передний привод, 160 киловатт движок и 360 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни 7,7 секунд. Но у модели, которая проезжает 708 километров, у нее разгон занимает 8 секунд. Скорее всего, из-за того, что вес увеличен за счет более тяжелой батарейки. Регулировка сидений, естественно, электрическая. Можно поднять себя, опустить себя и наклонить себя. Есть еще также поясничный подпор. Надули подушечку, сдули подушечку. Очень удобно. Отдали дань Volkswagen и перенесли панель управления освещением на торпеду. Удобно это или нет, ну, кому как. Мне нет. В автомобиле 12 акустических колонок. В базовой версии это динамики своего личного производства, своей разработки ArcFox. А в более дорогой комплектации акустика выполнена компанией Infiniti. В более дорогой комплектации в багажнике, в том месте, где должна располагаться запаска, место под запаску занял огромный сабвуфер. Ребята, как вы думаете, можно ли сюда засунуть запаску? А я вам скажу нет. А почему?
а потому что у нас сзади установлен сабвуфер. Вот решили, ребята из Arcfox решили, что запаска не нужна автомобилю, а сабвуфер нужен. Вот такое вот интересное решение. Но это только в этой модели. Это у нас модель немножечко улучшенная, апгрейденная. А сейчас мы вам в салоне покажем модель бюджетную. Там будет немножечко по-другому. Багажник, ребят, открывается разными способами. У нас сейчас дешевая комплектация, ее нельзя открыть с помощью ноги. Но все остальные комплектации выше этой имеют такую функцию. Также можно открыть с кнопки, можно открыть с приложения, можно открыть с пульта, можно открыть голосовым помощником, если вы знаете китайский язык. Багажник очень большой, 580 литров в сложном состоянии и 1300 литров в разложенном состоянии. Давайте его разложим. Раз. Это при твоем. Два. К сожалению, багажник превращается не в ровный пол. Как я уже говорил, у нас в более дорогой комплектации здесь установлен сабвуфер, а здесь же сабвуфера нету. И, по идее, наверное, да, можно установить запаску сюда. Здесь у нас ничего не поднимается, а вот эта штука, она поднимается, убирается вот так вот. И можно... Ну, нет, наверное. Только если прямоугольную. Прямоугольную запаску, да. Это у нас такой полноценный лифтбэк с огромным багажником, с большой, хорошей вместительностью. Нравится мне он. Посмотри, какие светодиоды, а? Посмотри, какая оптика задняя. Красота. На дверях у нас есть автоматические стеклоподъемники, блокировка дверей и управление настройкой зеркал. Руль, друзья мои. По моим ощущениям, как мне показалось, руль немножечко большеват. То есть он комфортный. Обивка, кожаная обивка очень приятная. Но именно сам размер руля, мне почему-то хочется немножечко его уменьшить. Но сам именно форм-фактор очень удачный. Две спицы, скошенная нижняя часть. Мне кажется, очень удобно. С левой стороны у нас управление меню, с правой стороны управление мультимедией. На первый взгляд может показаться, что переключение скоростей происходит с помощью шайбы РНД. Но это не так. Переключатель у нас вынесен в правый лепесток. Здесь у нас РНД и кнопка паркинг. С левой стороны у нас 3 лепестка. Верхний — это поворотники, омывайка. Середина — это настройка руля по вылету по высоте. И самый нижний — это у нас управление автопилотом. Это установка лимита скорости. Это настройка дистанции до автомобилей и прочие всякие приколюхи автопилота. Активировали автопилот. Все, движемся по полосе. Смотри, она даже без полосы даже едет. Окей. Останавливается. То есть даже полоса, считай, ушла в бок, а автомобиль дальше продолжил движение. Окей. Сам автоматически начал двигаться. Вот, да, он педали не нажимает вообще. Смотри, они подрулил. Не зашел чуть-чуть. Выходит. Ага, поймал полосу, я вижу, у него схватился. И самый кайф-то английский язык. Да. Полностью вся система на английском и здесь, и там. Так, машина влезла. Сама остановилась. Да, он подстраховывает. Все, дальше поехал. Нормально, ведь сама поехала. Угу. Автопилот прям рабочий. Смотри, опять же, очень хорошо. Ограничение пока скоростное здесь. То есть у тебя не активная навигация, а ограничение показано. Двумя пальцами можно переставить местами их. Ну, себе, допустим, поставил, а удобненько. Хочу поуправлять. Вот, где? Вот, да, посерединке он активировал с карт. Здесь 2 дисплея. Один из них, соответственно, приборная панель водителя 12,3 дюйма. И есть огромный, длинный, цельный дисплей 20,3 дюйма. Яркие, сочные дисплеи, которые очень хорошо передают свою картинку. Есть небольшие подлагивания. Они заметны при загрузке.
Переднее сиденье настроено под меня, и здесь огромный запас места. Сидим комфортно. Но, кстати, мы с тобой сравнивали этот автомобиль с BYD Han EV. И вот я никогда не забуду, как мне было комфортно сидеть на заднем ряду BYD Han EV. Это, пожалуй, единственный автомобиль, Там ковша добротная. в котором я просто провалился и реально чувствовал себя большим-большим боссом. Здесь задний ряд комфортный, но не настолько. Кстати, если мы... Прикинь, я сломал. Эпик фейл. Я починил. Есть у нас... Блин, это отваливается. Есть у нас подлокотник. А в подлокотнике есть подстаканники, да? Очень добротно сделаны. В принципе, так же, как и в Han EV. Вот, то есть ничего не скрипит, ничего не болтается. Есть еще одна кнопочка. Что это такое? Я не знаю, честно говоря. А, это полочка. Слушай, ну я вспоминаю-то, в Han EV есть еще и блок управления в топовой версии на заднем ряду. Сейчас мы находимся в самой дешевой комплектации. В этой комплектации, в этом месте ничего нету. В более дорогой комплектации здесь у нас есть блок управления кондиционером и блок управления мультимедией. А снизу есть два USB разъема без подсветки. Здесь у нас, видишь, обивка идет тряпичная. А в модели, которая проезжает 708 километров, которая стоит 280 тысяч, в ней потолок обит алькантарой. Самая дешевая комплектация оснащена панорамной крышей, а версия за 280 тысяч юаней, которая проезжает 708 километров, имеет еще и люк. Сейчас у тебя получается... Спорт, да. Тормоз у нас спорт. Ну-ка. А, смотри. Короткий ход педали. Короткий стал? Да, Педали? да. Настройки. Комфорт. Есть. Вот теперь. Вот. Увеличился ход педали. Он стал больше. Значит, переключение передач реализовано лепестком с правой стороны. На первый взгляд может показаться, что переключение происходит с помощью шайбы, но это не так. Это была моя первая ошибка при старте машины. Лепесток правый, РНД и паркинг. Здесь же парковка. Что плохо, при движении, при начале движения автомобиля вам обязательно нужно снять с парковки. Автоматически при включении драйв не снимается он. Экраны очень хорошо выполнены. Козырек не дает свету бликовать на них, да? Вот. Но сейчас пленочка наклеена здесь, и я вижу твое отражение очень четкое, очень глянцевая поверхность. Я думаю, если эту пленочку снять, будет получше. Шумка хорошая, динамика хорошая, запас хода тоже хороший, комфортность. Слушай, ну машина классная. Да, она абсолютно стоит своих денег. Кантарка. Угу. Логотип мне их нравится, смотри какой, а. Fox. Удобно, когда ты спицы нет? Скажи же. Удобно. На двухспицевый руль рулит. Длина автомобиля 4930 миллиметров, ширина 1940, высота 1599 миллиметров. Колесная база 2915 миллиметров. Колеса бывают 19-дюймовые, бывают 20-дюймовые. 19-дюймовые колеса будут с профилем 50, 20-дюймовые с профилем 45. По заявлению производителя клиренс этого автомобиля составляет 14 сантиметров. Ну, в принципе, похоже на это. Передняя часть довольно низкая. В этом автомобиле имеется система 360 градусов. Но не в этом. Нет, не в этом. Во всех следующих моделях. Но, что мы заметили, работает она, запускается эта система очень странно. Вручную запустить вы ее не можете. Для того, чтобы активировать эту систему, вам нужно включить задний ход. Задний ход. А если вы едете вперед и хотите активировать камеру, например, для проезда какого-то узкого места, что делать? Значит, вы включаете задний ход, потом переключаете на передний и потихонечку едете, проезжаете это место. Ну, это так. Спорное решение.
Надеюсь, доработают они это. Альфа S доступен в 6 цветах. Это серебристый цвет, белый цвет, голубой цвет, красный цвет и черный цвет и синий цвет. Что касается оптики, здесь у нас установлены матричные фары довольно интересного дизайна. Автомобиль смотрится очень красиво, на мой взгляд, опять же. Партроники в минималке в этой модели у нас установлено 4 спереди и 4 сзади, всего 8 штук. В максималке 12 штук. То есть еще получается по 2 сбоку. Но задние фары прям очень красивые. Мне не очень нравится. Откроем капот. Открывается у нас двойным рычажком. Раз, два. О. Газовые упоры есть. Молодцы. Зачет. И, кстати, что мне понравилось, что не надо, опять же, просовывать руку и искать вот этот крючок. То есть двойным открытием он полностью открылся. Все. Подняли. Но вы его подняли, а дальше-то что? А дальше все здесь закрыто, все запаяно. Открывать нельзя для сервисного центра, как обычно, да? Есть только долив омывайки. И все. Перенесли бы уже вот сюда вот уже. Ну, как Xiaopen. Вообще под капот не заглядывал. Таким образом реализовано в NIO уже давно. Еще когда мы снимали первый ролик про NIO, мы там рассказывали, что у них есть заборник для омывайки, а здесь ее нету просто. Вообще. То есть, если хочешь залить омывайку, ты просто льешь туда. Смотри, хорошо, это спорное решение. А, допустим, ты залил сюда дорогую омывающую жидкость. А теперь у тебя идет дождь. И ты не хочешь смешать свою дорогую омывающую жидкость с дождем. И что делать? Блоки зарядного управления, ребята. С левой стороны блок быстрой зарядки, да? И с правой стороны блок медленной зарядки. И посмотрите, опять же, как это грамотно все реализовано. То есть есть такие резиновые заглушки, которые при закрытии крышечки, они закрывают ее. Вам не нужно открывать еще дополнительную крышечку. Хороший ход, правильный, я считаю. Слушай, ну мне нравится, что ты со своей стороны можешь открыть системные настройки, а я со своей стороны могу открыть. Да, удобно. Если надо, поменять местами просто раз так-то. Двумя пальцами раз. Обратно. Так даже если я тебе перекинул, я у себя открываю, раз, и у меня они тоже есть. Угу. Та-да! Допустим, сейчас я хочу включить быстро навигацию. Угу. Как мне это сделать? Только если нажать меню, раз И действие, вот здесь найти. И кнопочка навигации, мне кажется, должна быть где-то вынесена. На нее сразу. Ну, как вот у меня же вынесено. Да. И у меня можно сделать горячую кнопку сенсорную, да? Угу. И в том числе есть вот здесь у меня на сенсорной панели прям нави. С какой машиной можно сравнить этот, да, автомобиль RFox? Я думаю, что с BYD Han EV. Один и тот же у нас получается ценовой диапазон. Динамика, да, здесь похуже, но это у нас модель-то с одним двигателем. Да. А есть-то у них модель с двумя двигателями, которая разгоняется за 3,5 секунды до сотни. Так оно. А Han EV за 3,9 секунды. То есть и там, кстати, да, там одинаковая цена, где-то 3,5, 3,9. Ну нет. Который 3,5 разгоняется, у них цена за... Я имею в виду с BYD одинаковая. За 300 тысяч. BYD нет дороже 300 тысяч. BYD нету, да, 300? Вот я поэтому, когда увидел эту машину, я и написал, что, мне кажется, нашел для себя идеальный автомобиль. Мне он очень понравился внешне. И сейчас я вот на нем катаюсь, мне он нравится очень так же внутри. Ну, вот если бы ты сейчас приобретал автомобиль, ты взял бы Ливан или вот эту? Наверное, Ливан, потому что в Ливане все-таки посадочных мест больше, а у меня семья большая, и мне это надо. А если бы ты был бы одиночкой? Одиночкой, ну, наверное, взял бы эту. Ну, только с двумя двигателями, полный привод. И опять же прозрачная, да? Угу. Прозрачная камера. Мы видим проезжаем. стрелочки направления. Даже вот стрелочки направления видно. Классно. Этот автомобиль разгоняется до сотни за 7,7 секунды. Но есть еще топовая комплектация с двумя электромоторами. Общей мощностью 473 киловатта. С крутящим моментом 655 ньютон-метров. Разгон до сотни у такой версии составляет 3,5 секунды до сотни. Сиденья выполнены из кожи Напа во всех комплектациях. Даже в самой дешевой.
верх, стойки, потолок. В самой дешевой модели выполнена из материи, обитой материей, в дорогих алькантара. Кстати, сделали карту, навигацию на весь экран огромная. Если провести снизу вверх, мы попадаем в меню управления кондиционером. И здесь мы видим, что в сиденьях пассажира и водителя имеется обдув. А нет, это обогрев, подожди-ка. Так, а если здесь обдув сиденья? В этой машине имеется английский язык. Но, к сожалению, у нас в этой комплектации, в этой модели установлена самая-самая начальная прошивка, в которой еще не было английского языка. И сейчас нам немножечко сложновато разобраться. Опять же, сейчас мы находимся в самой низкой, самой бедной комплектации. Зачем они ее поставили сюда, в этот салон? Здесь нету обдува попы, есть только подогрев. Честно говоря, для Шэньчжэня эта функция немножечко, лишняя. Здесь всегда тепло. А вот обдув очень бы не помешал. Но во всех других комплектациях эта функция имеется. Так, спереди у нас скрывается вот такая ниша, где есть USB разъем, есть слот под карту памяти для регистратора, который имеется сразу во всех комплектациях. И есть разъем Type-C. И справа у нас 12-вольтная розетка. Есть такая полочка под телефон или под что-либо еще. Это еще не все. Вот здесь у нас скрываются подстаканники. Есть еще у нас скрытая полочка. Слушай, сколько скрытых полочек. Здесь ничего нету. Сверху консоль управления. Здесь у нас есть кнопочка Auto Hold, парковка, выход в меню, кнопка назад. Мы так и не поняли, чем отличается меню от кнопки назад, потому что они выполняют совершенно одинаковые функции. А именно выйти из какого-либо приложения. То есть, допустим, я включил карту, нажимаю кнопку назад, я выхожу в основное меню. Далее у нас идет шайба управления. С помощью нее вы можете управлять настройками, монитором. Да, то есть, если вы хотите, чтобы ваш экран был идеально чистый и не заляпанный пальцами, тогда пользуйтесь вот этим рычажком шайбы. Выбрали управлением на карту и нажимаем «Выбор». Попадаем в карту. Здесь же можно нажать шайбу вверх. Это будет равносильно свайпу вверх. Нажимаем на шайбу вниз. Соответственно, это равносильно свайпу вниз. Попадаем в меню управления автомобилем, где вы можете открыть багажник, где вы можете активировать подключение приборов, управление звуком и всем прочим. За шайбой переключения имеется 3 режима: эконом, комфорт, спорт. Очень удобно. То есть не надо заходить ни в какое меню, сразу выбираете нужный вам режим. Ребят, как мы уже говорили, изюминка электромобилей — это идеально ровный пол сзади. И вот здесь в Arfox вы это можете наблюдать собственными глазами. Смотри, какая прикольная функция. Ключ, да? Да. Я с ключом отхожу. Смотри. Оп, закрывается. Нравится. Определенно нравится. Машина классная. Слушай, багажник здоровский. Конечно, дурацкая это дань моды. Это скошенные крыши. Вроде бы и фэшн, но в то же время чуть-чуть непрактично. Было бы лучше, если бы она была побольше. Хочу подметить интересную штуковину. Arfox на самом деле на рынке уже как примерно год существует, да? Но взорвалась эта машина, этот бренд, именно после последней выставки в Шанхае, где Huawei вместе с Arfox представили тачку. И сейчас каждый практически заходящий сюда клиент, он спрашивает: Huawei Arfox? То есть они интересуются, Huawei есть ли уже внутри или нет. Но, к сожалению, пока эта машина представлена без систем Huawei. Что мне нравится в этой машине? Ее объемы, ее дизайн. Качество сборки в некоторых местах оказалось на удивление каким-то халтурным. Сиденья классные. Все-таки я отодвинулся назад до конца, да, объем машины великолепный. А Леша сзади сидел еще там, как будто бы ему 3 годика и ножками болтал.
То есть очень все прям продумано здорово. Вот мы с тобой прокатились на машине. Что скажешь? Слушай, мы прокатились, но она, мне кажется, стоит своих денег, но я бы сказал, что она шумнее, чем BYD. Да, то есть, ну вот шумка у нее хуже, чем у BYD Han EV. Смотрите, здесь, значит, внутри вроде отделано таким небольшим тканевым материалом каким-то, да, а здесь ничем. Но вот Alpha T чуть ли не ковролин. Очень мягонький, плотный и уже не такой гулкий, не такой звонкий. Уже больше гулкий звук. Поэтому хотелось бы, чтобы это и было и там. Ну и в заключение я хочу сказать со стопроцентным убеждением, эта машина не настоящего, а уже будущего. Все же километраж, который она может сделать, 708 километров, далеко не каждый бренд может этим похвастаться. Ну и, собственно, дизайн плюс плюшки, которые в ней существуют. Ну что, ребят, спасибо за просмотр данного ролика. Если вам понравился этот автомобиль и вы хотите узнать еще что-то про компанию Arfox, есть также модель Alpha T. Это более ранняя модель, уже на рынке она год практически. Если интересно, напишите в комментариях, мы сделаем обзор на этот автомобиль. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.